хорошо. Ну и всем приветствую, кто заглянет или уже заглянул. Что-то, ребят, прям это немножко называется. Дедспейснулись. В одной точке стоят. Ну да ладно. Я так понимаю, здесь просто текстуры в принципе не учитываются. И все такое. Но так или иначе, в прошлый раз мы сообщили нехорошие новости. А теперь наша цель вернуться и поговорить с остальными. И да, я все еще не знаю, как здесь быстро путешествовать. Хотя, по идее, вроде как должна быть такая возможность. Может, я что-то не нахожу? Зеркало опасно. А, да, мы энциклопедию повысили, можем что поговорить с зеркалом. Ну ладно, это дело 10-е. Думаю, еще если что успеется. Не совсем понятно, почему есть человек в темных очках. А, это тот, типа, копик. Но у нас там, то ли мы уже облажались, то ли еще не облажались. Ну, я не помню, чем это закончилось. Не той клавиш пытаюсь закрыть окошко. Так, и что у нас сейчас напялено? Кстати, Егор, приветствуем, Владимир, приветствуем. Благодарим за пожелания. Ты меня подсадил на свое прохождение в мою любимую игру, и давай жги. Сжечь у меня не факт, что может получиться так. Визуальный анализ пока снимаем. Ладно, логика пусть пока присутствует. Кстати, сколько у нас там? 3 очка осталось. Ладно. Ладно. Пока что все не так катастрофично, когда этого было. Когда мы фактически вообще все потратили и ничего не добились. Давай здесь. И что я пытаюсь сейчас персонажем вручную управлять? Андрей Красько, приветствуем и благодарим. Вот вроде как есть быстрое перемещение вне помещений и закрытых пространств. Так вот мы на улице. Я открывал вот сейчас, по-моему, вот это вот. Могу нажать карту и ничего нажать не могу, поэтому я говорю, я помню, что нам показывали, что есть оно. То есть я даже видел, что оно есть. Но к моменту, когда оно нам потребовалось, я уже откровенно не в курсах, как его включить теперь. Собственно, красота. Впереди слышен скрип, вращающийся сломанная ось. Замечательно. Это, наверное, правда фильм свой. Так, стоп. Это закрыто. Ты кто? Hi, officer. Лильен, рыбачка. На бедре у нее висит меч в ножнах. У нас даже такого нет. Ну, у нас есть инструменты. Можем ломиком отбиваться, если что. Написано, надо изучить карту. Так, карта у меня же есть. Или я какую-то кнопку пропустил. Призрак, приветствуем. Anything I can help you with? Зависит от обстоятельств, где мы находимся. A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called Elysium. Нечитабль. Забавно. The sign on the street leading here is illegible. Has been since they built this place. Ее серьги звенят на ветру.
И, честно, я удивлен, что такие серьги, если вот это вот именно то, что вот мы видим, ей уши вообще не оторвали. The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. And that was actually the second one. Корректно. Indeed, you're always confused as to your whereabouts. Ха-ха. Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Ага. А, меч. Я прочитал как мяч, подумал, что он про мяч тех ребят. Есть история меча? Unfortunately, the factory sold this one with a 3-year warranty instead of a story. It's to intimidate folks mostly. Погоди, а ты знаешь, как с ним обращаться? Not really. I know some basic moves, and I know it sure as hell beats a knife when you're in a tough spot. Ну, наверное, грозно. Просто я-то и не вижу ее меча. Поэтому будем считать, что грозно. It's a regular mass-produced sword, like a shovel or an axe. Nothing fancy, just for intimidation. Но в любом случае, зачем тебе пугать людей? From time to time, people need a lesson in respect. That's just the way it is. Back in the day, I caught the eyes of many men. And believe me, men need a lesson in manners from time to time. Любопытно. Если так эффективно, почему больше женщин не вооружается? What makes you think we haven't? The truth is that almost everyone in this life is scared and tired and stupid and too dull for that. Короче говоря, им не до того. That goes for men too. But they put on an act for us. Pretend like everything's good and living in shit doesn't bother them. Like anyone falls for that. Так, я надеюсь, познакомился с призраком. That does not go for real men. It does not go for you. Show her. Show her the wonder. Грубая сила. Сиди, не выпендривайся. Ну что ж, она на троечку у нас тут. Ну это так, к слову. Coach means the expression. Зачем? Просто зачем? Причем именно узри. Это даже не бросок, я просто не могу даже предположить, что из этого выйдет. Ну, узри. Нравится? Sure. It looks as if you could face down any horror in the world with that same unchanging grin. It's like a shield. Надо же, он произвел хорошее впечатление. Никогда бы не подумал, что это вот так произойдет у него. Ну, меч, наверное, не имеет смысла одалживать. А куда делись остальные мужчины? Точнее, все эти мужчины. Some went to patch their wounds, their lesson learned. Others were more thick-headed. And one of them, I ended up marrying. Погоди, ну почему, если они твердолобые? Guess I enjoyed the way he bled. Ага. If it is, then why the melancholy? А где сейчас твой муж? Gone. И куда он отправился? To the waves. The sea took him. It was a long time ago. Так, давайте промолчим. He didn't respect the sea. Went out there drunk like a skunk, and sure enough, one day the boat was found floating empty. The bloated corpse turned up 2 weeks later. Now, before you tell me how sorry you are for my loss, know that it was 4 years ago, and I've moved on. There's only so much mourning you can do for a drunk with sinewy muscles. She really liked those muscles, though. It's in the way she pronounces sinewy.
То есть, ладно, ну, электрохимия, допустим, нам что-то подсказала, но у меня возникает вопрос, а что из этого от электрохимии, или это просто текст? Потому что я не вижу опять взаимосвязи между тем, что нам сказала электрохимия, и тем, что мы тут видим. Что? Погуглил в западных инетах, тебе нужно стоять ровно в тех точках, что написано на карте. Ага, сурово. Учитывая, что я их не помню. В рыбацкой деревушке возле бабки, говорят, стоит попробовать. Хорошо, проверим. Так. Ну, это коп апокалипсиса, видимо. Это, не знаю, просто выделываемся. Ну, это, по-моему, слишком наглое утверждение. Давайте просто спросим, лучше ли время лекарства. Us working folk don't have the luxury to be bedsick with melancholy. I buried him, mourned for an appropriate amount of time, and went on. Life didn't really change that much for me and the kids. Ага, то есть это ее ребятишки. Будем знать. Хотите, ну, там видели каких-то детишек? This is neither a touchy nor a very interesting topic for her. Значит, не будем докапываться по этой теме. She looks like she's ready to go on a date with another, better, drunk. Ask her. Both of you could need some action. Чё? Не надо. 3% -1. Из-за присутствия Кима ситуация неловкая. И внушение у нас 3. Нет. Нет. Чем занимаешься? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Этого хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. Интересно. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Ну, спросим, что удавалось найти. Не, ну вдруг ствол нашла. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Ну, не совсем тот вид вооружения, на который мы рассчитывали. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing. It would be weird to say them all. Choose wisely. Так, ну, в принципе, из списка вопросов, возможно, было бы любопытно узнать о человеческих телах. Потому что нахрена нам мина? Или все же уточнить, почему она отсюда не сваливает. Но с другой стороны, почему она отсюда не сваливает, скорее всего, просто нет такой возможности. У них, в принципе. Но, с другой стороны, а что мы должны узнать о телах? О каких телах? Мы же вроде как ничего не расследовали относительно тел. У нас здесь два варианта, которые, ну, с моей точки зрения, могут представлять какой-то интерес, но проблема в том, что я их не могу ни к чему привязать. Но, с другой стороны, риторика говорит, что мы можем вот только здесь, только сейчас что-то из этого спросить. И поэтому упускать возможность тоже не хотелось бы. Нет, все-таки про тела, наверное, не имеет смысла спрашивать. And go where? The fish are plentiful here and we get enough orders to get by. It's not great, but Да, it's в принципе. something. Выбирать не приходится примерно, что она и сказала. Охрененные выборы.
Ну, это скажет, он ее понимает. Exactly. I don't mean to complain about my sad pauper life. We do manage all right. We're tough people here. Константин Гломозов, приветствуем. Интересно, где не подгораемое прикрытие. Ну, здесь гореть мне пришлось прям вот ярко только один раз. Из-за очень нечестной подставы. Ну, с моей точки зрения, очень нечестной. Потом я просто возмущаюсь тем, когда у нас персонаж валит броски. She would like to complain. She would like that very much. But she can't, and she won't. Though, has gotten her this far, and she's not given it up. Ладно. Продолжаем допрос. Это твой ялик. Sure is. The sun, I call her, coated with a fresh layer of tar just yesterday. It'll take some time for it to dry, assuming the sunny days continue. Так, я кое-кого ищу. Ну, в смысле, он, наверное, сейчас спросит про ту... Ну, 8-ю из банды. Забыл, как ее там называли. Let's see. Who are you looking for? Криптозоологов? Блин, я уже и забыл про криптозоологов-то. Но сначала спросим про подозреваемую. Okay. When did this person stay here? Так, последние несколько дней. Возможно, прибыла в пятницу. Oh. I've been out on the sea for most of the past week. The weather's been good for fishing, so I usually start at 4 in the morning. Серьезно? Yes, that's the optimal time. Got to make the most of the calm. I've been sleeping like a corpse after. The sea really takes its toll. Now I'm just waiting for the wind to settle to get out there again. Прекрасно. Sorry I couldn't help you out. Maybe I can help you find someone else. В таком случае, ты не видел здесь криптозоологов? I don't think I know what these are. Care to elaborate? Как бы так честнее выразиться? Это искатели животных, существование которых отрицает ортодоксальная наука. Aha! Like snowmen. Снежные люди, никогда таких не слышал. 2 old guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen and the like. Все такое. Right. Not only snowmen, also green men, monkey men burning rhinos. You get the picture. Oh, you're getting it. And it is gorgeous. Концептуализация, говорю, что тебе хватает воображения такое представить. И куда они отправились? Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were heading. Who else are you looking for besides snowmen? Так, мы же ходили на севере. Или те появятся на севере после того, как мы сходим на север? Ну ладно, в любом случае у нас не появилось обновление. Задание. Well, how can I assist you then, officer? Так, это увидимся еще. Так. Стоп. Забыл, там же это прибыло. Ну, наша прошлая собеседница, может, здесь какие-то новые... Хотя я не знаю, о чем ее спрашивать конкретно здесь. Может, оставить разговор с ней на потом. Когда у нас будет больше информации, чтобы, если что, можно было сразу, так сказать, разговориться на полную. Так, это вот детишки вот этой дамы, если я правильно понимаю. Ага, это таз для стирки. Хорошо. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran, possibly Sigayan, also known as the apricot sujunti. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. Давайте наклонимся. Oh, welcome, police officer. We don't cause any trouble around here. And we don't want any trouble either. Кажется, он здесь успел, так сказать, нашуметь. We are not here to cause any trouble, madame. Да-да, в самую точку. Мы же полицейские, мы не создаем проблем. Ну, вроде как, мы их решаем. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago.
You also came to take care of trouble then. Wish you did. Блин. But still, in Martinez, you're considered an ill omen. Неужто он все-таки там был в зачистке? Погодите, бывал здесь раньше? No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got into a fight. One of them killed another, locked himself in that woodshed over there. He was brooding, needed some help opening the door. You got it open for him and took him to think about what he'd done in a more secluded place, somewhere more quiet. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Хорошо, тогда о каком дурном предзнаменовании шла речь? Oh, the usual. Dark tidings. Black hound. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Концептуализация, подключайся, тут нужна твоя, так сказать, помощь, чтобы представить вот это вот. Почему не сказал, что считает дурным предзнаменованием? Maybe they are afraid. Why? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And maybe even then. Because that's the kind of fishing village we've built. I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of people. My kids are long gone. Searching for treasure. So are others. Она, кстати, напомню, надо будет после 9 где заскочить в церквушку и проверить, появится ли там кто-то. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Вот странный вопрос, потому что женщина нам уже сказала, что, ну, скажем так, она не то чтобы может много рассмотреть. У меня, правда, вопрос, а как она узнала в нем копа, если она его до этого не видела? Ладно, давай сначала спросим, что находится в этой рыбацкой деревне. Just us. It's barely a village anymore. We almost don't exist. Это как? This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on the map. Just a cluster of nameless shacks on a nameless street. The place is so pornographically poor, it's not even funny. Да, место выглядит выживающим бедное. Ну, это концептуализация подсказывает, я так понимаю, да? The lack of wealth is the one thing we've got in abundance. Ну, кстати, я только сейчас заметил, что ее прачкой называют. Riddles. Fits with the general ambiance here. Aye. Sometimes it's as though I'm also gotten lost inside this nameless nothing. Да-да, вы с нашим героем в сопоставимых ситуациях, если, конечно, верите словам. Oh, it seems to be a common theme these days. Да-да, как раз на пути к тому, чтобы снова найти себя. Isn't that what people always think when they are lost? Something I can do for you to find your way, officer? Ну, что сказать по его исканию себя. Ну, пока что он больше давляет, судя по всему, к риторике. Хотя, конечно, он тот еще психик. А кто еще живет в этой деревне? Well, there's Lillian and her kids. A few new folks live in the house to the east. But they are away right now. Стоп, новые жильцы в доме на востоке? Но их там сейчас нет. And then there's the drunks. Not a pretty sight, but there's little we can do about it. Home is home, even for them. Да, с Лилиан мы пересекались. Lillian is tough. Tougher than the men here, at least. If it wasn't for her and the kids, this place wouldn't have a spark of life left.
И наш коп сообщает, что не видел здесь алкашей. Sooner or later, you'll see for yourself. Don't have to look long to find these guys. Глупый вопрос, конечно, про подзаработать. Here, for you, no officer. The only money we have here is some coins the drunks tried hiding from their women and then forgot about. Забавно. Вот нам и так объяснили, почему мы повсюду находим монетки. Это не просто лут, это была нычка, про которую все забыли. Ну что же здесь должно быть? Over there, you can find more of the same. Shacks and trees growing wild. That's the pox. Between here and Jamrock, a dusty sea of old trees, all covered in industrial soot. Small houses under them, an overgrown park. Ну это, наверное, то здание, которое мы нашли. An old military hospital and its surroundings. Or it used to be, during the time of the suzerain. The old woman shakes her head slowly. She drops the rag into the bucket. It's clean now. Стоп, что за проблемы с озвучкой? Это же ее речь, вот прям даже показано, что это ее речь. Почему нам, ну, по голосу что-то вроде энциклопедии об этом сообщила? Now the area is crisscrossed with nameless streets and makeshift cinderblock houses. Shacks as far as the eye can see. Ну что ж, начинаем уточнять, что случилось с госпиталем. The goodwill ran out. The staff left and the place was shut down. It's long gone by now. Немного узнали, но хоть что-то. She nods, rinsing another piece of cloth. Так, что дальше по побережью? Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. It's been there since before my time even. Забавно, что мы все это выясняли с помощью энциклопедии напарника, а тут, оказывается, можно было просто спросить напрямую. Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church here? They built it 300 years ago. Must have been nicer then. So, they don't hold services there anymore? The Ecclesiastes? No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents, other things. The place never stays open. It's a pity. It used to be such a nice church. She's not telling you all she knows. Keep her talking. У меня такое чувство, что вы что-то не договариваете. В чем еще дело? Well, there's that music. Music from across the sea. Huh. It started a few days ago, and now it's blasting, even through the night. Музыка из-за моря, которая гремит по ночам? And now, suspicious-looking people are sneaking around the church. I don't like that. Это детишки, они просто балуются. Ну, ничего преступного, по крайней мере, из того, что мы видели. Those would be the dance music enthusiasts in their tent. Ладно, что еще есть на побережье? Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electrical plant. Run-down bunch of houses, empty. Квартира или электростанция? I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. I wasn't here then, you know. Was born in Samara. Внезапно дамы из Самары. Я понимаю, что авторы, скорее всего, имели что-то просто рандомное, но забавное совпадение с названием, так сказать, имеющим место быть. Есть еще что-нибудь примечательное? Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. Так, не совсем понял вопроса. Кому придет в голову ходить на здешний рыбный рынок? Я бы скорее спросил, зачем рыбный рынок у рыбаков? No one. That's why it's closed. It was once a bustling place, back when I was young, and so was everyone else. Ладно. Now, what catch we do bring in goes straight into a lorry for the Delta or somewhere else.
Это все? What? You're one of those real estate people with big plans? If you want a development opportunity, you can check out the abandoned building over at Land's End. Used to be a supply depot, we think, sending goods and ammo across the bay. It's jammed shut though. We tried to get in, see if there was anything to sell or scavenge, but it's impossible. And now you know everything there is to know about this coast. Так. Ну, ведь расскажите о себе. Мы все равно всех Me? допрашиваем. No one. Just an old washerwoman. Mother called me Isabel, if that's what you're asking. And my married name is Sadie. Now it's your turn, Mr. Да. Мы проигнорировали имя, и теперь можем только к Кустосим представиться. Мы Рафаэль Амброзиус Кусто. Your parents must have had big plans for you. Wonder if you measured up. Оправдался их. Хороший вопрос, товарищ прачка. The question must be prompted by your sloppy posture. Straighten your back, man. 12. Где наше самообладание? 3. Ага. То есть, чтобы суметь пройти это, ну, вот этот вот момент, нам нужно было просто вложиться до упора в самообладание. Но чего нет, того нет. Печалька слегка. А то, что не видно, ну, не знаю, не знаю. Вон, дама выше сказала, что нормально, сойдет. По крайней мере, поржать можно. Ай, ладно, вы не видели здесь рыжеволосую женщину по имени Руби? Странный вопрос уже, как по мне, вот даме, но все равно. Nay, I haven't seen anyone lately. Ладно, ну вы знаете, о ком я говорю? This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. She knows something. Спасибо, риторика. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world works, and it doesn't work when people tell on each other. Ах ты ж. Мы можем просто сказать, что помочь, а можем сказать, что как в случае с парнем, который заперся в сарае. По-хорошему, ну, учитывая, что его назвали вестником беды, или как-то там, я уже забыл, это бы не очень подошло. Но с другой стороны, когда она это рассказывала, кажется, эмпатия подсказала, что она к этому относится достаточно положительно. Поэтому, на самом деле, возможно, это утверждение, оно может сыграть в нашу пользу. Но это не точно. Влад, приветствуем. Голум. Голум пытается научиться разговаривать. No, it's not like that, man. With him we called you. Right now, you just arrived by yourself. Ясно, Like a что знаете... raven Ай, plucking at the window glass. опять эти паузы в разговорах. Вы что, знаете, но не хотите нам рассказать? There's not much to tell. People come and go. Now, was there something else? Так, стоп. I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around anyway. Ruby was here. You know it. Спасибо, логика. Здесь можно остановиться, а зачем? А, это, наверное, в случае, если денег на бар не хватит. Stay? Most people here are trying to leave. That said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shack. И сколько просите? I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the RCM. Чё, стоп. Угу.
Блин, вот ситуация в том, что как думают разработчики, как думаю я, могут же сильно отличаться. Потому что нам вот буквально только что, вот логика, не логика или кто там. Или это это в задании было написано, вот мы взглянули. Забраться в хижину. То есть, с точки зрения профессионализма, согласиться взять ключи и зайти в хижину, это поможет в расследовании. Но, зная, что разработчики нам могут хрен пойми что подразумевать, возможно, какой-то нехороший поступок с нашей стороны будет. Потому что для, кстати, изучения места потенциального преступления, которое не место преступления, а место пребывания возможного преступника, да, мы должны принять это. Но, конечно, с точки зрения разработчиков может получиться, что мы типа взятку принимаем. Давай все же уточним. No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Ну, допустим. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shack. Ким, ты не поверишь, сколько это средств нам сэкономит. А уж отделению сколько это средств сэкономит. He's a little relieved you're no longer in that room. О, а Ким-то доволен. Все, это было верное решение. Ким доволен. Should he? This environment encourages one thing, and one thing only. Сила воли, я тебе сейчас зубы выбью. Тыц! Ты здесь зачем нужна? Чтобы помогать. Мы просто смотрим место, где можем поспать. The Это door никак не has связано seen с better нашими... days. The layer of paint has started to peel off due to the salt and wind from the sea. Even the lock looks slightly rusted. С нашим намерением осмотреть место, где могла прятаться подозреваемая. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your new living arrangement and look for any signs of Ruby. But just so you know, after we are done with the day, I'll still be staying in the whirling in rags for the night. We'll meet in front of the shack in the morning. Сойдет Ким. Но Ким-то сечет фишку. The key turns with a satisfying click. You can enter the shack now. Правда, без Кима будет сложнее. У нас-то навыки наблюдательности не то чтобы на высоте. Так, нам, наверное, нужно прикинуть визуальный анализ, но он опять очечки те. Так. Тут нам драматизировать не с чем. Ё-моё. Опа, можно поговорить с досками. Блин, а если там кто-то прячется? Тогда очечки придется снять, чтобы визуальный анализ сработал. Точнее, нам не резали драму, потому что если диалог, надо драму держать On the везде. table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a Чего? small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Не-не-не-не-не-не-не. У него зашибись видок. Самое, как говорится, то. Чтобы вдохновлять окружающих. Журналы, книги, время за птицами. Внезапно. Хитроумная установка, испускающая приятное тепло, тихо гудит. Так, кровать нас не интересует. Это зеркало, да? An old mirror hangs on the wall. You see the reflection of your face in it, adorned with the expression. А оно нам надо? Я надеюсь, мы ничего не потеряем от этой попытки. Like the rest of you,
Ну, It нет, comes так from нет. Не очень-то и хотелось. Так. Опа. Пиджак на логику. Так, визуальный анализ. Волна трепет. Ну, визуальный анализ нам, наверное, все-таки сейчас... Хотя, блин. На самом деле, нам, наверное, перед каждым диалогом надо передвигаться. Это, на самом деле, не очень-то удобно, если так подумать. Опять же, с логикой. Ладно, пока не будем обносить старушку, это будет слишком нагло с нашей стороны. Блин, а если это визуальный анализ? As you look at the floorboards in this corner of the shack, it's clear one of them isn't quite level with the others. The edge of a floorboard next to it looks scratched. Ну, таки визуальный анализ, да. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of sand and sawdust below. А что у нас тут такое? Nothing particular catches your eye. Looks like more reeds. There might be something hidden inside the sand, though. Something bad. Someone's night thoughts. A last resort. A bad idea. You stick your hand in and start combing through the sand. Dry, not like outside. Fine dust. And then something hard wrapped in paper. Я очень надеюсь, что потом нам позволит, что это обратно туда положить. A small cylindrical object. You pull it out. A bullet. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all muzzle loaders of that caliber. Патрон дульнозарядный. The floorboard doesn't care. But maybe the washerwoman does. You have enough to confront her with. Блин, я не хотел так злобно давить-то на нее. Давайте мы сначала осмотрим деревню. Holding the bullet, you get the feeling this isn't ammunition against you. It's for herself. Вот поэтому я и говорил, что хотел бы иметь возможность вернуть ее на место. Отвратительно. Хочется почувствовать себя крысой. Я надеюсь, что все-таки без пыток сможем разговорить ее. Так, мы что, заглядывали, наверное? Не помню просто. Сейчас проверим. А, да. Тут дитя. Так, ну что ж, детишки, давайте вас допросим. The scruffy-haired little boy kicks a stone. He can't be more than 5 years old. The other one looks indistinguishable from him. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. Угу. Блин, а у нас же сейчас штраф на драму, да, я же очки надел. Ну ладно. Вот поэтому не люблю вот эти вот все переодевания. Так. Я так понимаю, в любом случае мы с обоими общаемся. Ну ладно. Вы должны быть близнецы Лилиан. This one doesn't say anything, kicking the concrete with his worn-out sneaker. Lily's our mum. Это он и сказал. The stone kicker laughs suddenly. His head is too large for his shoulders. The other one laughs as well.
Wow, so intellectually stimulating. The stone kicking isn't even of very high caliber. Anyone can do that. Вас, ребят, друг от друга не отличишь. The stone kicking one becomes frantic all of a sudden, as if that's something to be scared of. The obvious fact that you just stated. He looks just like me. Да, он ты сказал. The boy doesn't answer. His brother throws another rock. Both of their hair is covered in some kind of dirt. You're bad with kids. Ну, видимо, так и есть. Don't worry, everyone is. How about we do some police work now? We're not getting anything here. Ким, ну, мы же обязаны допросить. What bad people? I don't think questioning 4-year-olds without their parents present is gonna crack the case. Then we're definitely doing it. Ну ладно. Допрос не увенчался ничем. Так. Hello, mister. Привет. Тоже лет 5. She clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Разрешением приветствуем. Пока что пытаемся вести диалоги. Дочка Лильян. Если честно, я просто уже не помню, сколько у меня было детей. Yes, I am. Little Lily. You know my mom? Да, мы уже встречались. That's nice. My mom is great. She's never angry or anything. Ну и логично предположить, что на улице твои братья. Yes. They don't want to play with me. They're older and play outside. Ладно. They look the same. Sometimes I can't tell them apart. Да-да, то же самое сказали мы им. They look identical. Ну, ей хотя бы весело. Что вот это? It's a grouse. Рябчик, отлично. You might be able to get on Gart's good side if you replace the broken skewer you almost certainly broke. Чё-то... Да ну нафиг, не собираюсь у детишек отбирать радость. Ну, по крайней мере, ей вроде весело с рябчиком. Ага, а для чего он нужен? I don't know. Хорошо. She twirls the furry doll around in the air, giggling happily. All right, you just need to grab it from the ceiling and go. Эквилибристика, цыц. А что это у тебя в руках? It's Lammy. He's my friend. Sort of. Like, Ага, и показывает нам игрушку. Lambie is a stuffed lamb that, admittedly, has seen better days. One of the eye buttons is missing, and the fur is tattered in several parts. Так, а вот теперь вопрос. Как нам отреагировать? Ну, допустим, обратим внимание на это. yes. Lammy has lived a long life. Lammy was a Эволюционером, револьшонцем, ревизионистом, ретроградом.
Давайте уточним, ну, одно из двух. Допустим, революционером. Yes! Lammy was a revolutionary. Окей. Я слышу, где-то здесь живет девочка, у которой есть перчатки от брони. Ты ли это? Oh, I had gloves. Very big ones. Heavy, too. Where did you get these gloves? Found them when Lemmy and I were playing hide and seek. In an empty house. Where no one lives. I think someone hid them there. She doesn't want you to think she stole them. Хорошо. А где они сейчас? I hid them. The twins were gonna take them. They're stupid. Угу. We are going to need those gloves. It's for important police business. Oh. Она не понимает, в чем дело, но Тон Ким ее убеждает. They're in my sandcastle. Behind our house. Under the sand. You can break the castle. It's not very good. Любопытно. Так, ну, извини, отвлекаюсь тут. Ты знаешь кого-нибудь по имени Руби? Luby. Luby. Она договорила? My mom tells me I'm a big girl, but she doesn't know that I can't say Earl. Or like, sometimes I can, but then Uller. Kids. Да ладно, Ким. Ничего страшного не произошло. Мило пообщались. До встречи. Bye! Так, отлично. А если честно, я даже не помню, что здесь у какой-то девочки должны быть перчатки. Я-то все еще улики ищу на прачку. Ну как все, ищу. Не так давно мы их начали искать. Ага. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding away. You can see something shining back to you from what must have been a vast underground catacomb network. Все сломано. The little castle? The reigning lord must have come upon some really tough times to let it sleep in such decrepitude. Ким тоже веселится. Ладно, опускаем руку в катакомбы и достаем блестящий предмет. The walls and floors give way to the giant's greed, collapse and present you with a pair of ceramic gauntlets. Congratulations. That's the gauntlets down then. We're doing good on the armor collection front. А мне все еще интересно, ботинки будут считаться или нет? И у нас появилась что? Одежда. Как ни странно, это одежда. Плюс 2 тех... Блин, то есть эта фигня не просто, она еще бонусы дает. Ей, мы крутые. Мы технари. Маленькие керамические пластины приятно пощелкают, когда шевелишь пальцами. Перчатки уже не так хорошо держат форму, но хватка у них великолепная. Ауч. Опять не клавиш. As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic gloves wrap around your digits comfortably. Тупо киберсамурай. Но мы подойдем к вопросу ответственно. Нам нужна броня для защиты. Ну, вообще-то, нам 2 пункта технологий лишними не будут. Но будем считать, что это тоже часть защиты. А не для того, чтобы красоваться. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you.
Что? Вражеские технологии, я не могу получать удовольствие от военной брони, я должен ее изучить? Ой, что за... Ну, вообще, любопытнее все именно это ткнуть. Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. Fairweather T500. For the day you have to fight someone covered in the same material. Ну почему? У нас и так уже куча хлама, который некуда девать. Минус эквилибристика, скованные движения. Да. Ну, если у нас будет пунктов 5 свободных, разумеется, попробуем что-нибудь изучить. Хотя, на самом деле, у нас вот тут есть всякое. Ну, минус эмпатия нам не поможет. Тут скорость реакции можно пожертвовать, чтобы посмотреть, что будет по итогу. Здесь 7 часов. Фуф, долго. Ну и вот эквилибристика минус. Тоже допустимо. Что-то из этих двух, возможно, когда-нибудь изучим. Но, скорее всего, нет. Я подозреваю, что мы в ближайших диалогах или каких-нибудь разборках потратим все очки в никуда. И они у нас просто не накопятся в таком количестве. Так. Ага. Так, стоп, я теперь в тупике. Мы, получается, со всеми поговорили, кто здесь был? Не, конечно, нам намекнули, что рано или поздно появятся еще нехорошие личности. Ну, не то, нехорошие. Неприятные, скажем так, личности. Давайте еще раз заглянем в церквушку. Ну, Влад, если мы потратим сейчас, потом уже будет не хватать. Я говорю, я тут и так уже понатратился на 5 пунктов лишних. И практически ничего с этого не получил. Не, две мысли, они нам пипец как помогают. Ну, ладно, насчет пипец я преувеличиваю, но они нам весьма и весьма помогают, как я предполагаю. Провода, контактные микрофоны. Я рад за твою наблюдательность, мужик. Так. Блин. А, стоп. Мы хотели же проверить быстрое путешествие. Так, где там было рядом с прачкой, получается? Ну, разбавка там. Если кто попадает в это определение, это прачка. Которую мы хотели допросить. И, судя по всему, кроме как шантажом, мы до нее не допросимся. Это, если честно, немножко обидно, печально, грустно и все такое. Стоп, а у нас же сейчас визуальный анализ повышен. Мы в какое-то место заходили, там был стул. Сейчас заглянем, а вдруг что-то заметим. С приветствием, отдаем за пожелания. Нет. Визуальный анализ молчит, жаль. А, да. Точка быстрого перемещения. Точка быстрого перемещения. Держать в памяти. А то у меня мысли сбиваются. Опа! О! Я их, наверное, видел. Просто я что-то с ним забыл поговорить. Я забыл, что здесь вообще были эти 3 тела. Отлично, у нас еще есть возможность с кем-то поговорить, но проверить карту надо. Так, допустим, мы здесь. Карта. Да. Вы находитесь здесь. Хижина рыбаков. Хорошо. Да, в принципе, рядом с хаткой и оказалось. Так, ну что ж, я только это те трое, те самые, о ком говорила... Опа. Так. Мне интересно, эти трое сразу, точнее, оставшиеся двое сразу включатся или, скажем, по 11 надо беседовать?
Не звоните, не звони. Окей? Don't you call her. Yeah. Don't call Abigail. А я закон. И чё? Right. You might have found the one person who doesn't know you are the law, given how drunk he is. Ким я прикалываюсь? Abigail. Oh, Abigail. Кто такая Абигейл? Ну, узнавал я одну Абигейл, но это было немножко в другой игре. Uh-huh. Abigail. Don't you fucking call Abigail. Ок. You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Never thought you'd see such a thing in your life. But this guy's a little too drunk. Давайте не будем его допытывать. Don't call. Так, допустим, ты. Hey, tequila! Да, зашибись, собеседнички. Good to see you. How's business? How's the whole reality situation treating you? Ну, давайте пожмем руку нашей латной перчаткой. So what's happening? Что? Погоди, текила? Yeah, tequila sunset. How are the, high concept reality-based adventures? Я просто не proceeding? помню. А наш раз так когда-то представлялся? Ну или, в смысле, где-то всплывало вот это вот? He says it like it's obviously your name. Like you call someone Billy Brunel or leader of the 4th Street Gang. Good. These people know your true name. Looks like it has preceded you, Mr. Sunset. More on that later. А, и внутренняя империя говорит, типа, подыграй. Это что, победить починить реальность. Я здесь закон. Ой, звездец. Ну, мы решили выпендриваться, ну, с ним, по крайней мере, так что да, закон. That's the spirit. I used to shape reality into my image a long time ago. Those days are over now. Если этому тоже сможешь сказать, что мы здесь закон, это будет единственная тройка, кому мы сказали, что мы здесь закон. Sadly, things aren't going that well in Idiot Doom's Spiral Land. Haven't found those keys yet, haven't won that great piece of ass back. No word from my business buddies. Так, а вы что тут вообще делаете? We are saving the world. Power Rangers местные. Please. Please don't call. Okay, we're drinking. We're drinking alcohol. That's what we're doing. I tried to save the world once, a long time ago, with enterprise, creativity, and willpower. But that didn't work out. So now, it's a pirate's life for me. Ладно, в любом случае, не встречали ли вы здесь рыжеволосую женщину по имени Руби? Can't really remember seeing any women after losing my keys. It's a touchy topic. He hasn't got laid in ages. Электрохимия, мы не про это спрашивали. He really has no idea who this Ruby is, sire. Хорошо, товарищ Драма, мы вас поняли. Уходим. You too, Tequila Sunset. Good to see you, friend. О, I единственное, have кое с ними. deals set up for you, buddy boy. Does he actually know you? Or is he just shopkeep friendly? Ну так риторика, ты мне подскажи, или спросил Драмы. О чем ты? So what do you want? Воу, I've got воу, smokes. воу. They're cheap, very cheap. I got Pilsner, great deal. You won't get a better deal on that piss. Spirits I can let go for 300 real. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine.
Я даже не представляю, при каких условиях у нашего персонажа может быть 300 монет. Нахрена вообще он ему нужен? Откуда? Или это чисто по приколу? Ну, чисто прикол, что никогда он себе это позволить не сможет. Хрень. Хрень. Вообще херня. Так. Ничего ты себе предприятие организовал? Oh, the system's been good to old Rosemary here, and I'm milking her like a bitch goat in the backyard. Чего? You see, friend, man makes his own luck, and I made mine real good. Got my hands on 3 bottles of liquor ex-squeeze, sold 2 to the fellows around here, and immediately invested the profit. Bought cigarettes, bought beer, even bought a bit of speed. And look at me now. I got everyone on my hook. The hook? Where is it? I can't see it. На крючке Куна. Похоже, тоже на этом крючке. Of course, of course, of course. It is what it is, you know. What it's always been. People, buddy boy. It's the people. Уточним, знакомы ли мы. Sure, friend. You know it. Don't mind old Rosemary here. He's a buffoon. Let's have a word after your high-concept transactions. I'll give you the lowdown. Это просто вставка, или у него действительно появились новые выпуски диалога? Что это такое? Aye, by amphetamine I mean speed. Чё? Мы думали наоборот, чем он сказал? Aye, it's what I... Ясно, Good, ясно. good, my man. Now what can I offer you? Почему за 300? See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. Предположим, что никто это не станет покупать. You know what's crazy, actually? Что? What? Keep him talking. В смысле, пусть говорит, но у меня нет пункта промолчать. This guy. Откуда он у тебя вообще взялся? Oh, this is medicinal spirits. The good stuff. Got it from the doctor's office. I got one of those scientific ampoules a few months ago. Torpedo, they call it. It's supposed to keep a man from taking a drink. Didn't stop me for shit, that's for sure. 5 lemons with half a pack of butter and you're good to go. Звучит довольно опасно. It was. In a week, the goddamn kidneys started giving me all kinds of help. Finally, the missus took me to a private doctor's office. Not a charity, the real thing. Those arseholes charged me 4 real to remove the damn thing. But I came out on top after all. Выигрыш отстался и каким же образом? The idiots left me alone in there. Now, I used to teach high school biology. I know what doctors use to preserve dead things. Swipe 3 cans of this blue medicinal stuff from the back room. Threw the snakes out and voila! What's left is this beautiful blue stuff. 98.7% almost pure alcohol. 2 I already sold to these fine gentlemen here. But this last one is yours for 3 real, if you want it. Не понял. Free real and it's yours, friend. The deal of a lifetime. That's a much more reasonable price right there. Makes sense now. А нахрена он нам?
Даже в этом контексте, она хрена нам. Но я надеюсь, что цена здесь не изменится. Пока. In the civilized... Ну, вдруг потребуется когда-нибудь. Если нафиг не нужен, ну, пусть лежит. Зато цену сбили каким-то чудом. Tequila Suns. Нет, у него никаких новых диалогов не появилось. Это значит просто вставка, которая, ну, была сама по себе. И, увы, мы ничего с этим не сделаем. Блин, у меня еще какая-то мысль была, но я ее забыл. Так. Церковь, набережная. Ну-ка. Набережная автомобиля, значит, считается. Хорошо. А, да, мы же еще только одну точку проверили из возможных мест стрельбы. Но при том, что я даже не представляю, где еще там могут быть возможные места стрельбы. То место, которое я думал где-то второе, оно оказывается третье. А мы и так там буквально по бережку обошли все. The tear machine stands in the Скинуть? Your bottles clunk into the... Отлично. Так сказать, санитар побережья получил оплату за свой труд. Так, ладно, сейчас возвращаемся. Еще раз попробуем вдоль берега пройти. Толку в этом, конечно же, нет. А когда мы вколачивали грубую силу? Не знаю. Почему-то у нас грубая сила вкачана. На что она была израсходована, что ты знаешь. Кстати, если правильно понимаю, у нас сейчас такая небольшая подстава, что... Ой, блин. Пешком пошел. Привычка. Мы, получается, с кем не сможем разминуться. Он же нас будет здесь ждать, и мы пойдем сразу не сможем втихаря проскочить на верхний этаж. А у нас там еще сила воли не прокинута. Блин, сплошная подстава. Так, ну здесь мы были сверху. А, кстати, мы с этими двумя еще не поговорили. Блин, я вообще забыл, что здесь вот эти еще двое были. Ну, сейчас я их вижу, вспомнил. Опа. И этих, ё-моё, у нас тут, оказывается, народа недопрошенного, вагон и маленькая тележка. Но все равно мне интересно, в каких местах мы должны искать эти точки стрельбы. Просто здесь мы вроде бы обошли, и про точки стрельбы ничего не спрашивалось. На самом деле, те точки стрельбы должны быть достаточно близко друг к другу, так что, наверное, следовало идти именно от того... от той радиовышки. Там же радиовышка была, если не ошибаюсь. Так. Сейчас здесь пройдемся. Так, тут нет прохода, хорошо, значит, давайте сначала поговорим с вот этим вот... кто они? Забыл уже. Ну, без разницы, с этими ребятами. А, это криптозоолог, внезапно. There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks like some kind of trap. Ай, блин. Oh, the police. Hello, officers. Как вы их узнаете? У них даже знаков отличия-то нет. А, хотя, может, вот этот покебол означает, что он полиция? Is that the police? Why are the police here? Здрасте, товарищ Гэри. Don't worry, Gary.
I'll handle it. Вы, видимо, Морел, криптозоолог. To what do I owe the pleasure? That's sarcasm. He takes no pleasure from your appearance. Ну, не будем вот это уточнять. Просто сообщим, что прислала Лена. Она очень вас волнуется, ждет ваше возвращения. Или все-таки спросить? Ну, давайте уточним. Любопытно. Oh no, it's all right. I'm just busy. Ладно. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken, and we can't go all the way around the 881. Сказать честно, что мы сломали, или умолчать? Думаю, мы не будем портить его отношение, точнее, мнение о нас еще сильнее. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Аркаленфард, приветствуем. Did he say we can go back now? Да! Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we're going. Ага. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. А, вот теперь можем и по делу поговорить. Давайте не будем отвлекаться, в данном случае спросим непосредственно Рыжий. I'm afraid not, officer. I've been busy digging around in the reeds for days, looking for signs of insect activity. I'm less interested in mammalian concerns, to be perfectly honest. Понятненько. The lieutenant takes a short note in his notebook, then gestures for you to proceed. Ну, давайте спросим про ловушки. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Как же они работают? Simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Yes. Locusts. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? This seems unlikely. Ладно, мы, собственно, ничего из этого не выясним. I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. Так, и находили вы канал криптидов? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name, cryptid. А сколько всего криптидов обнаружено? Of the list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemnee, which is 4,082 items long, about 2,000 have been confirmed as hoaxes. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. То есть, получается, только 2 оказались настоящими. Yes, the Chateau Quan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. Ок.
We cryptozoologists are brutally honest with ourselves. More so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. Даже не знаем, что сказать, это очень мало. Do you know what the success rate in pharmacological research is? 0.00003% of bioreactive agents have reproducibly beneficial effects. Yet science persists in the search for medicine, as we persist in our search for new species. Окей. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Хорошо. Yes? And I'm eager to return to her, I assure you. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morel. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Не знал, что фазмит столь важен для Лени. Лене. Ладно, ошибочка при слонении, видимо. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers. Ага. В самом деле, она нам этого не сказала. Yes, that's how we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Needless to say, you must ask her about the mysterious phasmid. Обязательно. Как только, так сразу. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian phasmid together. I can't abandon course now. Так, не помирать. Лучше иди отогрейся, а потом вернись. No. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? He's dead set on this. I could go for some trap setting. Если эти ловушки будут ставиться путем проверки навыков, мы их переломаем нахрен просто. Ну что, если мы проверим ловушки за вас? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. Мой метод хаоса, я чадно его. Ну давай скажем, что просто совмещаем приятное с неприятным. Ну или полезное с неприятным. Или не совсем полезное с неприятным. Ну где-то так. Хотя, с другой стороны, это тоже и касается нашего копа вполне себе училось. Как приходится мотаться, не пойми, чего делать. Но на самом деле пока что выходит, что у нас только одна единственная зацепка. И это печально. Why not? At least it will give us the excuse to look into a lot of reeds. That it will. That it absolutely will. I hope you brought your good boots. Где ваши ловушки? There are 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Так, юг, маленький островок, возле лодочных, совсем рядом. Яснее не стало, но мы все равно будем просто носом тыкаться во все и, возможно, найдем. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower, after the church. Допустим. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them... You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry.
К этой? В смысле, которая у него тут здесь какая-то есть? Ну ладно, проехали. Что делать, если найду в ловушке? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. Сложил для себя. А что если я просто встречу Вазмина? That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. Ауч. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Нет, я, наверное, все-таки решу, что он у нас откажется, потому что если вокруг него еще мухи начнут летать, это будет совсем перебор. Your choice. As I said, the chances of you encountering the phasmid are next to zero. But you feel you should have it on you. Something bad might Империя, цис! Don't mess around. Take the pheromone. It'll make you sexier. Какого хрена? Тут просто... Так, я сейчас вернусь, за водой надо сходить. Мои извинения. Так. Текила Сансен, вы выпил ваш феромон, даже глазом бы не моргнул. Не, на самом деле, когда он сказал про это, я еще подумал, ну ладно, фиг с ним. Но когда он сказал, что неделю вокруг него мухи будут летать, это немножко, ну скажем так, немножко не то, на что ты рассчитываешь. Поэтому я и говорю, ситуация такая, что, блин.
Да что за фигня? Ладно, потом разберусь. Ладно, не. Блин. Я хочу отказаться, но долбаная внутренняя империя химии требует, что надо. А. Короче, электрохимия империи. Если, блин, из-за вас мы будем ложать еще чаще в бросках... This is the smell of dying reeds, of longing crumbling into the water. I hope you're not buying this. It dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Ладно. Right, which means you two can pack up and go back to the whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Finally, someone's talking sense. Оу. Я чуть не обращал внимания, но это криптозло, какая-то криптофашист, оказывается, типус. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. We'll be gone once you get to it. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that later too. But what if the information is vital? On the hunt. Расскажи об этом. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Почему так сложно отыскать? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, Стоп, a может ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators, or scientists, in our present case. Хорошо, что кусто не крипто, потому что умеешь скрываться за всякими масками. Какими специальными техниками пользуются фазмиды? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. Вау! Чувствую, эту животинку поставят на вооружение. Если найдут. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. Не, серьезно, живое существо, которое может затуманивать разум окружающих. Чё-то звучит слишком имбово. Yes, it makes perfect sense. You're beginning to suspect there's something paranatural about this phasmid. Насколько велик этот фазмид? I'm expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Чё-то стрёмно стало сразу. Seems puny, to be honest. Ну, знаешь, грубая сила, не тебе решать. Ладно. Что вам удалось о нем выяснить? very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. То есть их никто никогда не находил. Ну, в принципе, ожидаемо, если они их еще не изучили. Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advancement. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly
that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Да-да, Лена про это говорила. Yes, the most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez specifically. Я бы, наверное, подумал о этих детишках, но они не подростки. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. А мог ли он вымереть? I have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. Окей. Энциклопедия, это я даже я могу тебе это сказать. Какого хрена ты тут лажаешь? Yes, the females don't need males to reproduce. Makes it easier for a species to survive in adverse conditions. Коварно. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. Да-да, пока. Так, нам куда-то на юг, от юга и так далее. Короче, мы должны... А, стоп. Слышь ты, криптофашист. Мы... Ну, он, скорее всего, тоже был здесь, ничего не видел, но тем не менее. Hello, I'm Gary. Very generous of you to help us out, officer. Yellow man. I mean, officer. The lieutenant raises his eyebrows slightly and takes out his notebook. Палиться, точнее, спалился. Yellow man. Interesting. This is something to ask him about, after a little probing first. I'm just waiting for my friend Morel to finish up with his insect traps so we can return to civilization. Я тоже, скорее, городской парень, сказал детектив Кусто. I like nature, just not this bloody coast. It's mostly drunks and degenerates that come here. Degenerates. This man respects authority too much. To see the truth inscribed upon thine own visage. Pretend thou art a paragon of virtue. Теперь нас собственная драма душит. Найс. Ага, ну охренеть. То есть единственное, что мы можем нормально выдать, это как раз то, что нам драма сказала. Какая хрень? I've been tempted on occasion, but someone has to stay strong for Revacol. He pronounces Revacol with a hard K, unlike other people. Ну так риторики, поясни, что это значит, или энциклопедия. Хоть кто-нибудь поясни, что это значит. Serious question time. This man is no innocent. No one is. Ты сказал Ревакол? I like to pronounce it the hard way, the old way, the Vespertine way. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's odd. It's a secret rite, a very fringe nationalist handshake, probably. Ага, спасибо. Концептуализация. Почему это сообщает концептуализация, а не энциклопедия? Ну ладно. Это твоя кружка? My mug? Why would you think that? Когда ты желтый человек, ты как будто с тоской к ним воззвал. Oh, no, that's not... Why would I be calling to a broken mug? Ладно, верю. Ты похож на человека, который знает, что врать полицейскому преступление. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. I know I shouldn't have, and I am very sorry, officer.
Мы раскрыли дело о кружке, которую с хрена-то нашли в баке. You're not going to find me, are you? Давайте не будем херню старать, скажем, что нам просто нужна информация. Whew. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my garbage ever again. I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Nothing. Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Here we go. Start pumping that sweet info. Как ты пробрался в мусорный бак? Наверное, как он смог его открыть. I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Зачем тебе лазить ко всем в мусор-то? So I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Bohemians run it like a mob. Ага. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. I shouldn't have. I shouldn't have disgraced myself. Disgraced? No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't answer. Ладно, Гэри, ты выбросил одежду жертвы. Officer, please. Let me explain. It's not like that. Объясняй, я вообще в шоке, что мы внезапно нашли того, кто все это повыбрасывал. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Ладно, потом что? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Передумывай? Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Exactly. That's exactly what it was. Civic duty. Хорошо, и в таком случае неизвестно ли тебе что-нибудь о пропавшей броне жертвы? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. Сменим тему. Пока что. I hope I could help your investigation, in my small way. Позвякивание, мысли о броне. Так, ну мысли о броне я понял. Мы с ним поговорили о броне, если я правильно понимаю. А что за позвякивание? Типа то, что мы ему штрафы не выдали? Ладно, а сам повешенным ты что-нибудь знаешь? I told you everything I know, sir. I'm truly sorry for the mug, but I have nothing to do with that. Uncomfortable shifting around doesn't make him the killer, though. It's something else. Проверка белая, самообладание. Ай, у нас самообладание со штрафом или где оно вообще здесь? Я его не вижу. Да, у нас оно... А, нет, не за штрафом, у нас с бонусом. Но 28% это что-то пипец как мало. Даже если я увеличу, скорее всего, будет не очень много. Блин. Трижды блин. Ну, можно, конечно, проанализировать его манеру движения. Может тогда пытаться спросить про криптозоолога его и вот этого вот, чтобы получить, возможно, бонусы. Я не уверен. Просто до этого я планировал проигнорировать этот момент. Не хотел его провоцировать, но, блин, теперь любопытство распирает.
No, no. I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way. But I don't usually go in for picnics like this on my own. What does he do then? This feels like a good opportunity to dominate him. А чем же ты тогда занимаешься? Тот авторитет опять давит меня. Точнее, на меня. Мой же. Ну, блин, все равно. Oh, this and that. Так, стоп. Что-то не совсем понятно. Обычно, если эта цитата означает, что мы сворачиваем видеодопрос, так и подписано «продолжить». Здесь вот эта вот своеобразная цитата, она не показывает, что... Блин, серьезно. Ну, давайте попробуем эту вариацию, что если на жизнь хватает продвижения по карьерной лестнице, есть. I'm doing all I can in this economy, officer. I work as a special courier. You know, urgent deliveries, overnight deliveries, deliveries to out-of-the-way locations. Товары. И какие же? Oh, I don't know the contents, officer. Part of my job is discretion. 20% в связи прокнет. Да-да. Yes, officer? Так, не прохватило. Удивил коллега. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sail. I meant no offense, truly. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next races will be a really good one? Да, я помню это. Well, this is that racist. Чего? А я не помню, а как мы тогда ответили? Мы там говорили про расиста на счастье или нет? Вот серьезно не помню. Хотелось бы все-таки, если вы так говорите, то так сказать. Я почти уверен, что мы выбрали расиста на счастье, да. Да, это наш расист на счастье. Hey, man, all I meant was there are not many Sealites around here. I'm just stating a fact. Лейтенант уроженец Львашоля. Oh, yes. Of course he is. I was just speaking about his connections. Let's change the subject, okay? Проанализировать. Ладно, ладно, так и быть. Сейчас прожмем. Правда, может, психику ему сломает, но ему не привыкать. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from underneath. А, тьфу, у нас прокнуло! Я думал, это неудача была. Я что-то вообще не ожидал. Ну чё, вот такие... Ну, как он сказал копу, этот его расист на счастье. Так. Что-то надет под рубашкой? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles, stolen from the corpse in the yard near where he lives. Вижу, ты ценитель высококлассного боевого снаряжения. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. This shame is surprisingly sincere. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. Ну, обычно это наш прерогатив извиняться, но тут внезапно он извиняется. No, you've got explaining to do. Почему ты на самом деле выбросил одежду в мусор?
Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they'd scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left, so I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Seolite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Ну, почему солгал глупо? Давай спросим, известно ли, кто убил повешенного. I always thought it was the Union. Some Union hardasses. Lynched him because of the strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. This is all he knows. Блин, как-то звучит грубовато. Но так-то я в любом случае должен попросить него сдать броню, потому что она как минимум считается уликой. Но почему в такой грубой форме? He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. But so light to hold, like a bag of cotton. Ну ладно, да про форму спросим, зачем он лгал. Because I was weak. I should have told you the moment I saw you. But... The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Ну что, говорим, мы закончили. Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Внезапно мы раскрыли еще один квест. Спасибо за содействие. Блин. Я даже не знаю, как на это реагировать. Совершенно на рандомном месте. Нашли, кто выбрасывал мусор. Нашли экипировку. Ну, в смысле, броню. Что-то мне смертельную брашу напоминает на самом деле. Так, минус эмпатия, иллюзия неуязвимости. Сила воли, уверенность взаймы. Болевой порог, толстая кожа. Ну, короче, фуфло на самом деле. Ну, для нас оно, в принципе, никак не поможет. Ну, разве что сила воли. Ну, может, сила воли, да. Но в целом, для нас такие себе характеристики, на самом деле. Перчатки покруче будут. Если бы он давал стойкость, это бы еще более-менее подошло нам. Ну, учитывая, что можем просто провалиться где-то. Но болевой порог не уверен. Так, ладно, ну, по крайней мере, что-то здесь выяснили. Осталось понять, где у нас эти ловушки. На краю земли. Да, замечательно. И я ж так прекрасно понимаю, где они на самом деле расположены. А, вот, вижу. Это первая, вторая или третья? Так, если на что-то на технику. Блин. Жалко, тут нет фильтра. Но, по-моему, здесь на технику больше ничего нет. У нас только перчатки были на технику, насколько я помню. Оу, у нас, оказывается, вот энциклопедия, может быть, здесь, но минус восприятие. Перед диалогами, значит, имеет смысл надевать вот эти очечки. Хотя обычно, как обычно бывает, мы напялим, а нужно будет восприятие в проверке. Сапоги восприятия, сапоги самообладания. У нас самообладание также зоопарка. Да, в принципе, больше ничего нету. Значит, лезем, чем есть.
There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. Behind you, the ruins of a residential building rise over the reeds, shielding them from the wind. The reeds rustle confidently. When this district was booming, the reeds were kept at bay. Nothing obscured the freshly painted facades. Nowhere for drunks and adventurous teenagers to hide. Now only the wind blows. А почему именно взять? То есть мы же должны были проверить. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Промолчим. You set the apparatus back on the ground, among the reeds. Теперь у нас почему-то ручка отображается. Так, ну не, ну тут дальше уже никуда не пройти. Скорее всего, надо выше уже топать. И такое ощущение, что еще какая-то мысль была у меня. Так, это он сказал проверять в последнюю очередь, потому что он ее только-только ставит. Опа. Опа. Так, стоп, стоп, стоп. Если там есть точка взаимодействия, значит туда можно подняться. Осталось понять как. Стоп, а мы разве не говорили с этой табличкой? Не уверен. Ну ладно, сейчас нам нет таблички, потому что по времени у нас не хватит времени на очередной диалог, даже с табличкой. Поэтому просто поищем ловушки. Так, тело забрали. Кстати, чисто из любопытства, как это будет выглядеть? А, она внутренняя, она одежду не перекроет. Ну ладно. Вместо рубашки. Риторика минус эмпатия, концептуализация минус внушение. Забавно, что внушение даже под минусом умудряется нам что-то выдавать. Так, где мы остановились? Так, ладно, пока не ясно. Так, это место с грубой силой, мне надо пробиваться, если я правильно помню. Так. О, вижу ловушку. A familiar apparatus lies, and the reeds sway in the wind picks up here, near the cape's end, surrounding the narrow strip of land from 3 cardinal directions. It's cold for this time of year. This trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. По привычке, окей. Возвращаем на месте. Does the lieutenant. He just raises his collar. It's cold out, as all. Ай, блин! Да почему ж я их паузу воспринимаю как завершение фразы? Так. И где, блин, мне искать еще ловушку? У нас же их 4. И рядом с... блин! У той речушки. Ну, я не знаю, стоит ли то назвать речушкой. То через что мы перешли. Блин. Ошибочка вышла.
Так, минуточку. Ну, просто для проформы заглянем, вдруг кто появился. И обратно. Просто хочу допроверить ловушки именно сейчас. Ну, в смысле, на этом стриме. Никого, да? О, мне показалось, он буквально нарисовался из воздуха. А, нет, скорее всего, просто у меня... Это, так сказать... Да-да, он и есть там все время, но вот эта точка, ну, я прожимаю взаимодействие, с чем можно, проявляется только на определенной дистанции. Оно не учитывает отдаление на 20%, видимо. Но пока игра напоминает повседневность. Также зачастую ни хрена ничего не понятно бывает. Тоже носишься, думаешь, что делать, как быть. Ну, я слегка преувеличиваю, разумеется, а может и не слегка, но тем не менее. Так, вот где-то мы здесь переходили, да? Где ловушка-то? Мы же здесь точно ходили. Ну, в смысле, ну, больше тут нет места особо, где мы могли перейти. Так, не понял. Это не то? А, рядом... Блин, рядом непосредственно с каналом здоровенным, который... Что-то я затупил сейчас. Очень затупил. Я еще помню, что он через вот эту тречушку, а там есть полноценный канал. Так, стоп, а это мы изучали? Оп. Так, хорошо, идем к ловушке. This trap's not too hard to... The reeds bend forlornly toward the sand. You see slabs of concrete north. In the east, the city center hums to you. The constant, distant song, louder on this part of the coast, nearer somehow. And there's that cold again. Always the cold. Nothing but locusts in this trap as well. Definitely no cryptozoological monstrosity. Empty as all of them. One more of these and we're done. The lieutenant stretches his back. Немножко грустно, на самом деле. Я так понимаю, мужик-то старается ради жены. А ведь ему и так нелегко, судя по всему. This is the last of the traps. The one Morel just set. Checking it over, he said, is just a technicality. The reeds by the abandoned campsite hiss and shake. The later it gets, the colder. Remnants of the camp can still be seen in the sand. The fire that's gone out. You feel strange, somehow. The trap feels light and silent as you pick it up. Something is different here. No locusts. Да ладно. No phasmid either, but still. Внимательнее просмотреть, не орать. Well, the bait worked on something.
This doesn't mean it was a real monster, though. Unless you see one in there, I just see an empty trap. Ну, может, это был не Фазмит, но все-таки надо сказать Мореллу. We did, sort of, promise to tell them, didn't we? A cold gust of air dries your sweaty face, and you look to the dark shadow, the Feld building in the distance, drawing you to it. What a strange sensation. Once this is done, should you try to ask again? Здание Фельд. Мужики, я не знаю, о каком здании вообще речь. В смысле, вот это вот имеется в виду, наверное, здание? Ну, это единственное близкое здание, которое есть, и на которое я могу подумать. Если где-то дальше, то я его не найду. А, ну да, вот, Фелд написано. Да, вот нас сюда тянет почему-то. Так сказать, чуйка города. Так. Да, знаю, глупо, я сейчас просто телепортируюсь к тому месту. Блин. Я надеюсь, старушка не свалит отсюда слишком рано. Это не то. Карта. Набережная. И что, разговаривать сейчас не будем? Я просто дохожу здесь, и здесь сохранимся. Так, это Куряга, эти двое. Хорошо. Так, вот мы здесь. Опа. Так. Где инструменты? Так вот, все. Психолог без диплома. Так, сохраняем. Ну, внезапно, ну, в плане количества раскрытых моментов и квестов, ну, не такой уж бесполезный у нас денек получился. Ну, в смысле, стрим. День-то у него еще не полностью закончен, мало ли что еще из этого выйдет. Ну а так, благодарим всех за внимание. И всем спокойных снов.